Добрый вечер, уважаемые любители кино и профессионалы киноиндустрии. Сегодняшний наш выпуск, конечно же, посвящен 75-летию Победы и легендарным кинокамерам Великой Отечественной войны, как со стороны победителей кинокамеры Победы, так и с проигравшей стороны. У нас появилась кинокамера Арифлекс. И в сегодняшнем выпуске мы сравним эти две легендарные кинокамеры и вспомним кинооператоров, которые воевали с ними. Начнем сравнение этих двух систем: коммунистической системы и системы нацистской Германии, то есть тех противоборствующих сторон, какая была у них техника. На самом деле это выражается во всем: и в танках, и в вооружении, то есть везде можно проводить сравнения всевозможные. И вот сейчас, в принципе, было бы интересно посмотреть глазами фронтовых операторов, руками их, как они могли работать с этой техникой. Ведь камеры совершенно разные, и идеология, которую они исповедовали, тоже разная. Ну, Аймо, это, во-первых, это американская кинокамера, и наши сделали всего лишь копию, которая называется КС-50Б, вот сейчас вот эта вот моделька. И о ней мы уже рассказывали, и, в принципе, она не является каким-то большим уже секретом. А вот Арифлекс мы показываем, скажем так, в полном обзоре впервые. То есть впервые он был восстановлен уже вот в этом году, собран из всего. И вот эта вот модель 35-я, это, конечно, Арифлекс, не который участвовал в войне, потому что военных Арифлексов практически найти сейчас невозможно. Это камера послевоенная, 50-х годов. Ну вот, и собрана из разных комплектующих. То есть компендиум неизвестно каких годов, он почти новый, но скорее всего он тоже где-то относится к 50-м годам. И мотор, здесь уже стоит стабилизированный мотор, который, так сказать, скорее всего где-то годов 60-х, потому что мы видим здесь и транзисторную регулировку его работы, и стабилизацию. То есть, но моторы, потому что первые рефлексы, которые были в войну и которые были после войны, они имели мотор с реостатным регулированием, можно было скорость менять вращением этого реостата. Вот здесь, а так, в принципе, эта камера полностью внешне, во всяком случае, и конструктивно напоминает ту камеру, которая была в период Второй мировой войны у немцев. То есть начал рефлекс выпускаться в 1938 году, и серийно разработан был в 1937-м. И вот во время войны он уже активно использовался, примерно вот такая модификация была камеры. Ну вот что в первую очередь бросается в глаза? Во-первых, мы посмотрим эргономика камер. Примерно похоже, да, держим за рукоятку, но что-то все-таки у них отличается. То есть Аймо в этом плане крайне неудобная. У нее баланс, как вы видите, то есть полностью смещен, и держать ее требуется очень много усилий и большой сноровки. А рефлекс в этом плане более сбалансирован, и в принципе работать им удобнее. Если смотреть обширнее, то можно сказать, что Арифлекс это был прорыв в камеростроении, вообще в создании киносъемочной техники для того времени. Аймо уже устарела к началу войны. Выпускалась она с 26-го года, вот в Америке, в Советском Союзе с 1938-го она стала выпускаться. И она уже в это время была морально устаревшая и, в принципе, не отвечала современным возможностям репортажной работы. А Рефлекс, он выбрал в себе все самое лучшее, что было раньше, и большинство разработано было вообще нового, с нуля. Например, это зеркальная система визирования через съемочный объектив. С помощью зеркала мы видим прямое изображение, то есть то самое, что будет на пленке, с наводкой на фокус, со всеми поправками. По сути, это прообраз современной зеркальной камеры. И последующие все кинокамеры, ручные и стационарные, были собраны именно вот по этой схеме. Плюс еще в нем прорывное решение, это электродвигатель, встроенный сразу же в него. В Аймо, как вы видите, двигатель механический, пружинный, то есть мы должны заводить, и этого завода будет хватать всего на 30 секунд съемки. После чего он заканчивается, и камеру надо опять снова заводить, что очень неудобно в полевых условиях. Но в условиях боя, но с другой стороны не требуется никаких источников электропитания, только мускульная сила оператора и его мастерство. В Арифлексе же в качестве источника питания используется аккумулятор. Конечно же, это не оригинальный аккумулятор, оригинальный был такой квадратный с
прибором. Это, конечно, мы использовали аккумулятор от источника бесперебойного питания. Такой вот блочок. И его, он как раз дает 12 вольт, нужный для работы мотора. Но были ли в войну постоянно на фронте у всех везде 12 вольт? Конечно же не было. Где было взять? Подключаем аккумулятор, и кинокамера уже может снимать от него непрерывно, столько, сколько хватит аккумулятора и хватит пленки, скорее всего. Вот такой у нее шум. Как вы видите, по шуму даже можем сравнить сейчас эти кинокамеры. Ну, на Ари он более приятный, более тихий, наверное. Более тихий. И здесь, конечно, чувствуется, что механика, конечно, докладывает, конечно, отпечаток. Но вот это, конечно, был прорыв. Можно было иметь камеру, которая, кроме того, что имела автономный мотор с питанием, так еще и имела кассету на 60 метров пленки. Это уже в 2 раза больше, чем в Аймо. И уже в войну появились кассеты на 120 метров пленки. То есть там уже целые 4 минуты зарядить и снимать непрерывным куском. То есть это было очень большое достижение при репортажной съемке, при каких-то, то есть, событийных вещах. То есть, а рефлекс, конечно, в этом плане было прорывным решением для съемок в то время. Еще одно новшество — это то, что кассеты были сменными. Их можно было зарядить в темноте заранее, да? И потом в процессе съемки менять на свету и снимать. Вот, поэтому, но все-таки, опять же, это увеличивало вес, потому что и аккумулятор весил. Таких легких портативных не было, они были очень тяжелые, свинцовые. И комплект камеры с кассетами, то есть весил, я думаю, что больше, чем Аймо. Хотя вот так по весу Аймо как будто тяжелее, немного тяжелее идет. Вот еще такая вещь, как компендиум использовался. Мы видим его на всех съемках практически немецких. Хотя я не думаю, что удобно было фокусировать объективы под компендиумом, но немцы народ педантичный, и они использовали объективы, которые положены по форме, скажем так. Вот, на камере, так же как и на Аймо, использовалась турель на 3 объектива дискретных. Сейчас мы вам покажем ее. Вот как снимается компендиум. Маленько жестковато. И можно было ставить сюда объективы. Обычно он комплектовался 3 объективами: 28 мм, 35, либо 32 мм и 75 мм, либо 135. Пантахар, как правило, Астра Берлин объективы. И вот тут были упоры, такие защелки, и можно было менять объективы в процессе съемки в любую сторону. То есть таким образом, то есть меняя крупность плана. Это было очень удобное решение. В дальнейшем оно было применено и в камерах Convas советских, и в других аппаратах. Гриферный механизм был очень точный, прецизионный и обеспечивал высокое слояние кадра. И это было тоже одно из механизмов, этот кулачковый, был тоже одно из изобретений Арии, да, фирмы, то есть такой. Ну и видно, что корпус, сами даже тактильные ощущения корпуса очень приятные, то есть эргономика приятная и приятный внешний вид. Мы немножко модифицировали кинокамеру, поскольку не могли купить, не можем до сих пор еще купить объективы, которые стоят дорого, родные объективы Carl Zeiss. Вот, поэтому решили сделать изделие, модифицировать для установки советской оптики с резьбой М42. Таким образом, мы смогли уже сейчас попробовать эту камеру в действии, поснимать ей, то есть уже с нашими объективами, и даже установить сверхдлиннофокусный объектив. Такая выточенная из алюминия было изделие. Спасибо умелым токарям, которые еще имеются в нашем любимом городе Новосибирске, городе трудовой славы, между прочим. Ну, предприятий все меньше и меньше, все разрушается, к сожалению, но что-то и держится. Вот турель такая вот приятная. Я, честно говоря, когда видел кинокамеру Арифлекс на картинках, мне казалось, что она большая, какая-то массивная. Она очень изящная, удобная и все такое мелкое, и в то же время все функциональное. Например, оно намного мельче и удобнее Конваса.
Вот так она меняется, и таким образом мы можем ставить различную оптику, очень недорогую, но в то же время удобную. Например, объектив «Мир» советский. Вот, все. Видно изображение. Интересные полоски, вот такие, как в фильме «17 мгновений весны», параллельные черточки. Очень интересные, да. Вот сейчас мы можем использовать компендиум и кинокамера, в принципе, готова к съемке, то есть ей уже можно снимать. Жалко, что сейчас и самоизоляция, так бы мы, конечно, проявили себя на исторических реконструкциях, где все бы обалдели, увидев этот рефлекс в действии. Потому что я думаю, что в стране немного таких камер осталось еще. А уж в рабочем состоянии, наверное, единицы, если у нас не единственные. Вот все. Очень удобно. Держать можно вот за такой паз, он сделан, и снимать с рук. Можно так, наверное, тоже использовать. Но единственное, что неудобно, это крепление на штатив. Нужно специальное крепление, потому что вот здесь находится резьба, то есть нужна какая-то станина для крепления на штатив. Так он не поставится. Вот, ну, я так понял, в основном с рук. Если мы видим на всех фронтовых кадрах, используется ручная камера. Вот, можно даже поставить длиннофокусный объектив. Вот можно даже вот такой супер монстр объектив 300 миллиметров длиннофокусные поставить от фоторужья. Тут реально чувствуешь себя каким-то арийским оператором. Ну или каким-то, как минимум, Стэнли Кубриком. Немецкие кинодокументалисты очень здорово отреагировали на появление этой камеры. Она действительно использовали ее как мощное оружие в своей пропаганде, но она не застала фильмы Лени Рифеншталь, такие как «Триумф воли», «Олимпия». Камера появилась позже, но зато она применялась во всей фронтовой немецкой кинохронике и вытесняла кинокамеры Аскания. Немецкий оператор Хорст Грюнд хорошо описал в своих воспоминаниях, как они получали Арифлекс вместе с кинокамерами Аскания. То есть кинокамеры Аскания и Арифлексы шли в паре, и вот Хорст использовал такое устройство самодельное при съемке футбольного матча между Румынией и Германией в 1941 году, который состоялся в Бухаресте, и они снимали два плана. Аскания снимали длиннофокусным объективом, а Арифлексом какой-то средний план, возможно, средний общий. Вот таким образом камера работала в связке. Немецкий оператор Теодор Нишвиц вспоминает, как эту кинокамеру использовали на Восточном фронте, и почти все камеры замерзли во время разгрома немецких войск под Москвой в 1941 году, в октябре 1941 года, когда под минус 20 ударила температура в конце октября, и аккумуляторы практически нигде нельзя было зарядить, их требовалось отогревать, и камеры не работали. Отдельно скажем про зарядку этого аппарата, которая производится в стандартные кассеты, которые менялись по ходу съемки. Сейчас мы отключим кассету и попробуем ее зарядить. Зарядка проходила, конечно же, в темноте, но мы сделаем на свету, чтобы вам было видно. Я вот когда ее первый раз заряжал, все интуитивно, никаких схем не видел, ничего, то есть по зарядке этого, поэтому изучал ручками самостоятельно. Счетчик вставляется сюда, пленка в зубчатый барабан, и я долго не мог понять, как определить свободную петлю. Долго думал над этим сначала, но потом интуитивно догадался, что немцы, народ культурный, нация культурная, она должна была все продумать, где, как эту петлю заряжать. И вот нашел вот этот выступ. Видимо, генетическая память немца во мне сработала, и я определил это. Что вот даже в темноте можно на ощупь понять, сколько отмерять пленки, после чего она уже свободной петлей вставляется в следующий барабан. Все здесь понятно.
Пленки мало у вас, вы что снимаете? Вот покажу камеру с открытой крышкой. Вот сейчас можно снимать. Вставляется грейфер, открывается. Выставляется зуб грейфера. Кассета вставляется так, чтобы не закусить пленку. Аккуратно. И защелкивается. И здесь петля заряжается в кадровое окно. Кинокамера заряжена. Камера, конечно, классная, ничего не сказать, но все-таки вопрос в чем? Почему немцы, владея такой технологией, такой вундерваффе создавая, и вдруг они проиграли войну? Почему? Вопрос. Ну, судя по тому, насколько сделана качественно эта камера, детально, в принципе, понятно, почему проиграли. То есть они не могли массово выпускать какие-то камеры, даже, наверное, меньше 1000 было изготовлено кинокамер таких. АЙМО и так же как ППШ клепались многими тысячами, десятками тысяч, наверное. Поэтому вот такая скрупулезность работы над одной камерой, да, то есть разный подход. И подход такой грубо, хорошо, но функционально. Камера и не мерзнет, и песка не боится, ничего. Здесь требуется обслуживание этим камерам. И тут понятно, что почему эта система проиграла, то есть немецкая не победила. Вот поэтому выводы напрашиваются сами собой. И главное, они не учли дух народа. И, конечно, надо отдать должное все-таки победителям, то есть людям, которые с техникой намного уступающей в качестве, в технических параметрах, создавали кадры не хуже, а то и лучше, интереснее хваленой немецкой кинопропаганды. То есть кадры, которые остались на всю жизнь, и это действительно большой подвиг. А теперь попробуем зарядить пленкой кинокамеру АЙМО. Сделаем это на свету, чтобы было видно. Пластмассовые бабышки, уже новодельные, от новой пленки, которую мы используем. Вот тут еще один недостаток такой, что часть пленки засвечивалась, все-таки засвечивалась при зарядке. Либо нужно было использовать ракорды специальные. И так мало 30 метров, да, и еще несколько метров засвечивалось, пару метров, точно. Надо уже зарядиться. Кажется, какой-то фронтовик не может заряжать АЙМО. Вот, а чтобы сохранить пленку, лучше все эти операции делать в темноте. Иначе она засветится. С кинокамерой АЙМО связано множество фронтовых историй. Например, знаменитый кинооператор Борис Шер, который тогда не был знаменитым и который вообще не знал, что снимать, приехав на аэродром, напросился все-таки на место стрелка, на бомбардировщик, и летел, значит, на задание, снимая изнутри самолета, потому что кинокамера АЙМО очень часто использовалась как авиационная кинокамера и даже как кинофотопулемет, даже не для художественного кадра, а для контроля попадания, либо бомбометания, либо стрельбы, то есть она использовалась для фиксации. Ну и вот оператор снимал с воздуха, вдруг он заметил подлетающий мессершмитт,
И тогда Борис отбросил кинокамеру, схватил пулемет на месте стрелка-радиста и стал стрелять и сбил самолет. То есть за это получил награду, неожиданную награду, скажем так. То есть кинооператора был выбор или снимать, или стрелять. То есть, как говорится, можешь — помоги, а не можешь — снимай кино. Кинокамера АИМО очень интересным образом использовалась на фронте. Кинооператоры отворачивали бленду 75-миллиметрового объектива, вот, закрывали ее крышкой либо светофильтром, и она использовалась в качестве импровизированной рюмки, такой, куда вмещалось 40 грамм спирта, который выдавался для протирки оптики и кинокамеры. Вот. И после боя, после съемки операторы выпивали либо за победу, либо за ушедших, погибших товарищей, которые не вернулись из боя. И вот в студии нашей кинопанорамы появился удивительный гость Анатолий Антонов, человек, благодаря которому мы просто можем не только видеть эти камеры, но и видеть их функционально. Все, Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, накануне Дня Победы, какие ощущения у вас, то, что камеры наконец-то готовы? Чувство полного удовлетворения. Камеры были нерабочие, сейчас они работают. Работает пленка, работает механика, и они готовы к боям. К боям. Но бои, к сожалению, в этом году отменили. Ну, я думаю, что это время оно будет не вечно. Главное, чтобы настоящие бои не начались. Начнутся, там будут у нас и реконструкции, потому что там стоят, уже ждут нас в очереди. Да, когда корона спадет. У кого-то. Корона спадет, и поэтому, надеюсь, все-таки эти камеры повоюют. Но не на настоящей войне, надеюсь, не на настоящей все-таки. Ну, конечно, не на настоящей. Вот, потому что, конечно, здорово. Но вот вы, когда делали вот эти камеры, вот что самое сложное было в них сделать? В этих камерах, в принципе, сложного ничего нету, кроме того, что надо было вытачивать какие-то детали, которых не хватало, какие-то объективы подгонять, которых тоже не было. Или были какие-то, ну, они были не родные, их нужно было подгонять, потом юстировать. Угу. Чтобы все это работало, пришлось эту камеру, этот объектив менять, здесь подгонять. Механику отстраивают. Ну и запчастей сейчас такие не достать, все же надо своими руками. Ну сути, да, ручками вытачивать, потому что здесь... А где вы учились вот всему этому? Я этому не учился, оно само пришло. Гордость. А рефлекс, посмотрите, то есть как вот, вам неприятно, наверное, было фашистскую камеру делать? Досталась камера, которая не работала. Но Станислав говорит, надо сделать. И я как хирург решил вылечить эту камеру. И неважно, какой она расы, да? Да, какой производитель. Ну и восстановил. Ну вот уже проверили, то есть уже первые ощущения у нас были, да, что камера снимала, и это вообще здорово. Ну. А что в ней не было, получается, в этой камере? Что там не так было? Все не так. Вообще камеры не было. Одна коробочка, да? Да. Крышка вот эта доставлялась отдельно. Это Станислав все где-то доставал. Тахометр не соответствовал. Ну, здесь пасеки менял я, потому что пасеки уже выработались. Очень прецизионная, хорошая камера. Добротно сделана. Я, если бы не знал, что чье производство, я бы подумал, так могут собрать только немцы. Это да. В АИМО, конечно, более примитивно, да, все сделано? Но она функциональна, она удобна тем, что аккумулятор не нужен, все делалось с руками. Да, на случай апокалипсиса незаменимая вещь. Да. Анатолий Васильевич, скажите, а вот зачем вам это все нужно? Зачем вот эти, казалось бы, сейчас, то есть восстанавливать эти камеры, то есть это что, прикол или что?
Как? Ну, этот вопрос же я могу и задать тебе. Ну, мне говорят, мы не дураки же вроде, да, с вами, мы дебилы, да, по сути, занимаясь вот этим всем. Или нет, или не дебилы? Как вы считаете? Я вот сомневаюсь в этом плане, дебилы или нет? Ну, кто-то не сомневается. Это точно. Для меня, вот когда мне вот эта камера попалась, первая камера, это еще не было, мне было важно, ну просто было интересно собрать, потому что я, в принципе, мне нравится собирать, разбирать, и я думаю, надо попробовать. Ну, нашли объективы, поставили, пружины заменили, все перебрали, ушло на это, полгода точно. Ну, любой аппарат должен работать. Вы, наверное, все свободное время, да, на это тратили, на эти камеры? Ну, по возможности, старался делать, потому что времени немного. А вот сейчас самоизоляцию доделали, да, рефлекс? Во время самоизоляции это? А это пользоваться во время самоизоляции я мог хоть камерой позаниматься. Вот. И хотелось до 9 мая сделать. Ну, все сделал, все нормально. 9 мая вот наступило. Ну, я думаю, что камеры еще у нас поработают. Вот. Время, но вы не только время, я вижу, что вы даже последний ремень оставили на эту камеру. Да это вообще не очень удобно. Но удобно стало, что можно носить. А неудобно то, что я остался без ремня. То есть вы ремень? Да, это последний ремень был у меня. От брюк, да? От брюк. Использовали на 2 камеры, это получилось? Да, один на конус, а один вот на ему. Ну и все функционально. То есть не жалеем никаких ни сил, ни средств. Да. Для нашего дела. Ну да, это все интересно, но а зачем, вот для Анатолия Васильевича, для чего вы это делаете-то? Еще все-таки посыл. Ну, аппарат должен был работать. Мы его сделали, будем снимать, делать всевозможные вещи. И самое главное, это сделал как память фронтовым кинооператорам, которые сняли такими камерами всю фронтовую хронику Великой Отечественной войны. Я вообще преклоняюсь перед ними, как они такой, довольно тяжелой камерой, неудобной для того времени, сняли хронику, там официально, там 3,5 миллиона метров. Ну, это великий, конечно, результат, Но, выдающийся. Вот, поэтому, в принципе, они также сражаясь за Родину, они сняли эту хронику великую, они святые люди. Да. Я преклоняюсь перед ними. Мы поздравляем вас с Днем Победы и предлагаем вспомнить фронтовых кинооператоров, снявших кинохронику Великой Отечественной войны. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.